Сейчас мы поговорим о рычагах влияния. Какие рычаги задействуют демократы на Байдена, какие рычаги можем задействовать мы на Трампа и какие рычаги может воздействовать Трамп на Путина и не только. Вот так подумалось мне. Будем разбираться прямо сейчас. Зовут меня Ирина Узлова. Друзья, как вы знаете, как вы видите уже, со мной Уриэль Эпштейн, а это у нас исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative. Уриэль, здравствуйте, от души рада вас видеть. Здравствуйте, очень приятно. Пестрят все западные медиа информация о том, что демократы отложили и перенесли выдвижение Джо Байдена на пост кандидата от Демократической партии как минимум где-то приблизительно на первую неделю августа, хотя это должно было состояться последнюю неделю июля. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники о том, что онлайн-голосование перенесено со следующей недели на 1 августа. В то же время CNN нам сообщает, что отказаться от баллотирования Байдена пыталась уговорить и бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. По данным портала Axios, Байден постепенно прислушивается к призывам выйти из гонки и может объявить об этом решении в эти выходные. Ну, в принципе, как мы и прогнозировали, на фоне этого мы еще узнаем, что Байден заболел COVID-19. Возможно, это может стать таким, прикрытием своего рода, по крайней мере, наши эксперты уже такие конспирологические, а может и нет, мнения распространяют. И когда Байден, как тоже сообщают журналисты CNN, задает вопрос демократам и спонсорам, может ли Камала Харрис, например, составить конкуренцию Дональду Трампу, есть ли у нас ответ на этот вопрос и на ответ на вопрос, какие же рычаги еще за эту неделю-полторы могут на Байдена задействовать, дабы он таки вышел из игры. Ну да, но я все более и более уверен, что Байден таки уйдет, так как мы вот обсуждали в прошлый раз, как мы с вами говорили, я и тогда думал, что Байден уйдет, сейчас я более уверен, что он уйдет, и это не только Нэнси Пелоси, которая это говорит. Вот, самое важное было, когда Адам Шиф публично вышел и сказал, что Байден должен уйти, он был один из самых важных демократов, чтобы это публично сделать, но теперь мы вот слышим слухи, вот мы слышали от 4 разных источников, что Нэнси Пелоси это ему говорила, мы также слышали, что Хаким Джеффрис и Чак Шумер ему это говорили, пока они это все говорят за закрытыми дверями. Но это так не вечно будет, так как я и предсказывал и тогда, что вот эти разговоры случаются за закрытыми дверями. Очень скоро все эти разговоры перейдут в открытые разговоры, если Байден так и не уйдет. Но я думаю, что он уже приближается к этому решению, потому что у него просто выбора нет. Опять же, с одной стороны, он теряет поддержку уже среди демократов. Уже доноры остановили $90 миллионов в donation в его кампанию они остановили. Значит, они теперь теряют деньги. Демократы в Конгрессе все боятся, что если Байден останется, то Трамп не только выиграет Белый дом, но республиканцы выиграют обе палаты в Конгрессе. И Сенат, и Палата представителей. Значит, тут угроза огромная. Ну и, конечно, я думаю, не только для демократов. Я в общем считаю, что тут угроза есть для Американской Республики и, конечно, для наших союзников, тем включено Украина. Хорошо. Если эпопея остановить Байдена таки придет к логическому завершению, о котором прогнозируем и мы, появится кто-то другой, то не остановить кого мы все-таки увидим в следующей серии? Кто этот другой кандидат? Кто-то другой будет? Я думаю, что самый вероятный вариант это, что это будет Камала Харрис. Так и она, да. Это все-таки будет она. Честно говоря, чисто профессионально я предпочитал бы кого-то, как вот один из этих губернаторов, про которых мы обсуждали в тот раз. Но самый простой вариант это, что это будет Камала, так как она уже вице-президент, и вся кампания может продолжаться. Значит, сама кампания, ничего не должно измениться, все банковские счеты, вся инфраструктура, это все может остаться так, как оно уже есть. Значит, это будет самый простой вариант, но, конечно, это не гарантированно. Теперь вопрос будет, если это не будет она, может быть, это будет либо, там, мы в прошлый раз обсуждали, я думаю, что ничего не изменилось, что это может быть губернатор Пенсильвания, Кентаки, Калифорнии или Мичиган. Вот это 4 штата, где губернаторы центр-левые демократы очень популярны. Но тут появилась у меня недавно новая мысль, очень интересная, что почему бы, если это будет Камала, как кандидат на президентство, почему бы ей не выбрать такого, как адмирал Билл Макрейвен? Он один из самых важных бывших лидеров наших военных сил, и просто контраст между ним и между республиканским Джей Ди Ванс был бы огромный.
И вот тут, опять же, мало кто сейчас публично такое обсуждает, но это была бы такая очень интересное и неожиданное решение, если бы Камала его бы выбрала. И, в общем, я думаю, что это, возможно, ее бы усилило. А это неожиданное решение означало бы ожидаемую поддержку для Украины и более спокойные, а не бессонные ночи для Европы? Абсолютно. Абсолютно. Вот тут и как раз и ключевая идея в том, что вот сейчас мир, вокруг мира абсолютный хаос. И я думаю, что люди смотрят на такие лидеры, как адмирал Макрейвен, как человек, который ответственный, который знает, как защищать страну, знает, как защищать свободный мир. И вот это такой человек нам нужен в такие моменты, когда честно говоря, просто все неконтролируемое, и диктаторы становятся все более и более сильные. И я думаю, что вот средний американец как раз будет очень позитивно на такого смотреть. И это как раз еще и в момент, когда Трамп выбрал такого человека, как Джей Ди Ванс, который более или менее в открытую поддерживает Путина, и более или менее в открытую противоречит традиционные понятия американских стратегических интересов. То, что он говорит, это как раз не только против интересов Европы и интересов Украины, важнее всего это против наших собственных стратегических интересов. И такой человек, как адмирал Макрейвен, мог бы очень, я думаю, хорошо всем американцам это показать. То, что Ванс говорит, это не America first, а как раз наоборот. Это результат был бы America last, что вот Америка будет в услабленной позиции, если Ванс сделает то, что вот он как раз говорит, что он хочет сделать. О нем сейчас поговорим, но пока уточню, что действительно вот тандем Харрис и Макрейвена мог бы привесить на чаше выборных весов тандем Трампа и Девайса. Тут никаких гарантий нет. Я готов сделать прогноз, что Байден уйдет. Я не готов сделать прогноз, кто может выиграть эти выборы. Это слишком непредвидимо. Но я могу так сказать, что на сегодняшний день, если Байден не уйдет, то у Трампа не меньше 90% шансов выиграть эти выборы. Если Байден уйдет и, скажем, будет Камала плюс такого, как адмирал Макрейвен или один из этих губернаторов, про которых я говорил, то тогда, я думаю, это намного ближе на 50 на 50. Значит, предвидеть абсолютно невозможный результат, но хоть будет шанс, я бы сказал, не меньше 50%. И так как Макрейвен это был бы совсем неожиданный выбор, то, возможно, это, в общем-то, разбудило бы людей. И те, которые вот переходили к Трампу, потому что они на него смотрели как на такого сильного, храброго мужчину, вот сейчас, вот извини меня, не сравнивать человека как Трампа, который избежал войну в Вьетнаме, потому что он обманывал, говорил, что у него bone spurs, что у него проблемы с ногами. И это в те времена, это люди, богатые люди делали, они платили доктору, его доктор выписывал что-то, вот, что они могли бы сказать, что там какая-то медицинская проблема, значит, ему какой-то доктор сказал, что у него с ногами были проблемы. И вот сравнить такого, как Трампа, с таким, как Макрейвен, который служил своей стране больше 30 лет, и который рисковал своей жизнью и все прочее. Значит, я думаю, что это был бы очень такой интересный выбор. Но опять же, я хочу сказать, что это неожиданный был бы выбор. Я пока не слышал, чтобы кто-то это обсуждал. Это вот так. Мы недавно, мы с Гарри Каспаровым это обсуждали, с некоторыми другими. Но это такая уникальная мысль. Я надеюсь, что демократы, может быть, хоть будут такую мысль обсуждать. Я не знаю, сделают ли они это или нет, но хоть, я думаю, имеет смысл думать про это. Неожиданный ход. Теперь об этом будем думать и мы. Надеемся, что тоже будут думать и там, где это положено. А сколько процентов к этим 90, Уриэль, по вашим оценкам, добавило Трампу обмотанное ухо? И будет ли он и дальше с таким горемычным выражением лица и этой такой походкой удрученной жертвы использовать его в ходе последующих 4 месяцев? До того, как это все случилось, после дебатов, но до покушения, я считал, что у Трампа было, считай,
75-80% шансы. Сейчас уже вот с этим обмотанным ухом у него не меньше 90%. Это с этим ухом. Единственное, почему я говорю, что все-таки даже хоть эти 10% остались при Байдене против Трампа, это потому что политика непредвидимая вещь. Может быть, через месяц Трамп что-то скажет опять совсем такое ужасное, и люди на это будут реагировать. Но, к сожалению, мы видим, что вот сейчас каждое интервью, которое Байден дает, каждый раз, что он публично выступает, он где-то ошибается, он что-то не то говорит. И он всегда говорит слабо, мягко, и люди, в общем-то, предпочитают агрессию, они предпочитают силу. И несмотря на то, что Трамп тоже очень часто говорит, опять же, я так могу сказать, чушь собачью, но все-таки он говорит эту чушь агрессивно, сильно, и людям это нравится. А вот Байден недавно, он речь давал, и вот он хотел сказать, что он изменит какие-то налоги на 5%. Что это он рент сделает максимум, что можно увеличивать рент на 5%. И он так смотрел, моргал, старался прочесть, что там было написано на телепромптере, и в конце концов высказал, что они хотят сделать максимум не 5%, а $55. Откуда взялись эти $55, никому не понятно. И, к сожалению, эти ошибки только будут продолжаться и увеличиваться. И вот что, честно, меня пугает, потому что даже если Трамп опять что-то такое скажет, как он говорил в 2016 году или в 2020 году, за день-два Байден тоже какую-то ошибку сделает, и немедленно люди будут думать о его слабости, вместо того, что Трамп говорит про мир, про Россию, про будущее Америки. Потому что если ты слушаешь то, что он говорит, это, я бы сказал, не оптимистичная визия. Он не показывает, что может быть. Он все говорит, что все ужасно, все плохо, и вот только он единолично мог бы это все исправить и спасти страну. Он себя показывает чуть ли не как Иисус Христос. И на сегодняшний день, мы видим эту фотографию, где у него на лице кровь, я думаю, что немало людей в Штатах так и на него смотрят, как почти как на Иисуса Христа. А еще Uriel заметила, что он говорит обо многом в прошедшем времени. Вот в этом свежем интервью для Bloomberg, бизнес-варианта, которое было взято, насколько мы понимаем, в конце июня, и описывает помпезность резиденции Мар-а-Лаго, шарики 47, кепку «Трамп всегда во всем был прав». Здесь тоже, опять же таки, в прошедшем времени. И Трамп говорит, что если бы вот тогда, Путин никогда бы, если бы я был, не напал на Украину, я ему говорил, ты, мол, не суйся. Но это же все прошлое, а история, как мы знаем, не знает просто прошедшего и условного времени. Это уже все случилось. Возможно, действительно, у самого Трампа визии будущего и понимания решений, как у Иди Венса, который меняет свое мнение раз в 8 лет, по меньшей мере, как мы видим, у них нет этого понимания, они будут действовать по наитию, по случаю, по услышанному потом. Абсолютно. Но более того, они даже историю уже не знают. Трамп говорит, что Путин никогда бы не напал на Украину при нем. Но извини меня, Путин же не напал только на Украину в 2022 году. 14-й. Война уже была во время трамповской администрации. Путин же напал на Украину в 2014 году. Абсолютно. И Трамп говорил, что он завершит эту войну за один день. Так почему он не завершил эту войну за 4 года, когда он был президентом? Это просто он старается менять историю. А второй этот пункт, то, что у них нету визии на будущее, у них нету идеологии, все, что у них есть, это реакции. И вот то, что Джей Ди Венс напрочь изменил свое мнение про Трампа, я напомню ваших зрителей, что недавно, буквально несколько лет назад, Джей Ди Венс выступал и говорил, что Трамп — это американский Гитлер. Даже я такое никогда не говорил. Никто в демократическом мире не говорил это. И я говорю, в демократическом мире это не значит слева, это не значит среди демократов. Я говорю, это те, которые поддерживают свободную Америку. Потому что, опять же, я не демократ. Я не республиканец, я не демократ, я абсолютно независимый. Я просто реагирую на то, что я вижу. И то, что Джей Ди Венс просто на 180 градусов изменил свое мнение с того, что Трамп — это американский Гитлер, что сейчас Трамп — это американский Иисус Христос, это показывает, какой он человек.
Да, есть такое. Но есть и другие мнения. А пока пишет Политико не только, что Дивенс — это фактически чуть ли не катастрофа для Украины и Европы, как я уже упоминала. А Павел Климкин, наш бывший министр иностранных дел, дипломат, весьма такой трезвомыслящий и умный человек, говорит, что он не видит на самом деле Дивенса антиукраинским, но видит его скептиком, и скептиком в двойном смысле, потому что он хочет ограничить американские действия за рубежом, ну и политика изоляционизма, все это мы понимаем, по всей видимости, будет активно продвигаться, и прежде всего будет концентрировать он эти действия на азиатском регионе, стратегическом соперничестве с Китаем. Такая логика распространена и сейчас в Штатах, утверждает Климкин. Ну и во-вторых, говорит, Джей Ди Венс специально подчеркивает, что не выступает за полную остановку помощи Украине, как будто это окно для себя оставляет. И какое-то давление остановить эту войну, конечно, не будут делать. А может, действительно мы рано, как-то слишком рано паникуем? Нет. Нет? Нет, к сожалению, не слишком рано. Извини меня, 2 года назад, даже, я не помню, 2-3 года назад, не, меньше, год назад, Джей Ди Венс выступал, там видео есть, как он говорит, что ему просто на Украину наплевать. Да. Ему наплевать на результаты этой войны. Это видео вы можете показать потом, это видео вашим зрителям, оно существует, я могу сам прошерить его, и мы просто мы видим его реакцию. Более того, мы должны не забывать, в какой он среде сейчас. Он же поменял свое мнение про Трампа, потому что ему было выгодно менять его мнение про Трампа, потому что это было для него политически выгодно. Сейчас ему уже не выгодно менять свое мнение про Украину, потому что та среда, где он сейчас существует, к сожалению, многие так считают. Вот Мэтт Гейтс, конгрессмен Мэтт Гейтс, который важный союзник Джей Ди Венса, совсем выступил и сказал, почему мы обсуждаем, что Украина может присоединиться к НАТО. Это, в общем-то, не стратегически выгодно для нас. А не было бы лучше для Штатов и для западного мира, чтобы Россия присоединилась к НАТО. Вот он так, опять же, он так выступил, он публично на видео, в формальном интервью на Newsmax так сказал. И так и многие говорят, и Такер Карлсон, и Дэвид Сакс, и Илон Маск. И вот это из этой среды как раз и Джей Ди Венс и пришел. Значит, я понимаю, почему он поменял свое мнение про Трампа, потому что для него это ему помогло, и вот сейчас он будет кандидат на вице-президент США. Спасибо тому, что он свое мнение поменял. Но я просто не вижу, почему он поменял бы свое мнение насчет Украины в противоположную сторону. Это возможно, конечно, может быть, кто-то так пробьется к нему и объяснит ему, почему, опять же, это ему персонально выгодно поменять его мнение на Украину, но я думаю, что это маловероятно. А почему ему может быть персонально выгодно? Какие мы здесь можем задействовать и через кого рычаги давления и на Ди Венса, и, возможно, на Трампа? Ну, вот Борис Джонсон приезжал, как бы, может, через вот таких вот спикеров и посредников? Да, вот возможно, это самый лучший шанс. Я скажу, что вот моя организация Renew Democracy Initiative, мы привели бывший премьер-министр Англии Лиз Трасс. Борис Джонсон мы тоже приглашали, он просто не сумел. Значит, Лиз Трасс приехала в США, и она встречалась с республиканцами в Штатах. Мы, в конце концов, встретились с 22 республиканцами в Конгрессе. Из этих 22 13 голосовали за помощь Украине. Значит, все-таки результат какой-то, может быть, и был. Значит, в общем-то, да, нам это значит, что Украина, и не только Украина, но все те, так как и мы, считаем, что нам надо защищать свободный мир, мы должны работать с такими, как Борис Джонсон, с такими, как Лиз Трасс, с такими, как религиозными христианами. Вот это очень важный вопрос. А как переубедили Майк Джонсона, это спикер Палаты представителей, чтобы он, наконец-то, поддерживал помощь Украины? То, что его переубедило, это как раз религиозные христиане, которые с ним встречались и объясняли, что это не Украина боролась против христиан, а как раз Россия, которая их преследовала, которая иногда их пытала, и не только в Украине, но еще и в России.
И вот такие, вот это очень важно делать как раз вот эти аргументы. И не просто говорить, так как я знаю, многие из нас любят говорить, что вот это правильно поддерживать Украине, это морально правильно и все прочее. К сожалению, такие аргументы не будут тут работать. Надо придумывать другие аргументы. Надо придумывать аргументы, а почему это выгодно консерваторам, почему это выгодно религиозным, почему это выгодно, скажем, для бизнеса, для международной торговли. Вот надо использовать такие аргументы, чтобы стараться переубедить таких, как Джей Ди Ванс и Трампа. А вот о чем нам еще говорят следующие цифры? Как показывает опрос, проведенный Associated Press и Национальным центром исследования общественного мнения при Чикагском университете, 60% респондентов вообще не знают информацию о Венсе, чтобы сложить о нем достаточное мнение. Для сравнения, лишь 9% дали такой же ответ касательно соперницы фактически Венса, ну пока что в таком статусе, да, Камалы Харрис, статус которой может и повыситься. При этом имя Венса плохо знакомо демократам и республиканцам, а 27% респондентов только лишь считают этот выбор таким, который они могут одобрить. Дональда Трампа, называя его хорошим. А вот каждый пятый респондент с ним не согласен. О чем это свидетельствует? Или Трамп не ориентируется на такие цифры? Это было проведено еще до объявления Венса вице-президентом, но тем не менее. И могут ли американский выбор республиканцев влиять тоже на поведение Ди Венса? Окей, значит, на первый вопрос. Нет, такие цифры на Трампа не влияют. Мы это видели много раз. Трамп не слушает опросы. Не слушает опросов. И иногда, в общем-то, он выходит, что он прав. И, значит, это надо, я бы сказал, иногда скептически к этому относиться. На что Трампа повлияло? Почему он выбрал Ванса? Я думаю, что тут две причины. Первое. Это всем понятно, что выбор Ванса был рискованным. Вместо того, чтобы выбрать более традиционного республиканца, который мог бы утешать эти аргументы, что вот Трамп слишком опасен или так далее, Трамп решил выбрать такого, как Ванса, который в открытую националист, в открытую экстрим правый, и он выбрал, в общем-то, самого такого агрессивного из возможных кандидатов. Я думаю, что он это сделал первое, после того, как было это покушение. Потому что я думаю, что правда, я думаю, что он принял это решение в воскресенье или в субботу, немедленно после того, потому что он понял после этого покушения, что вот у него шансы увеличились и серьезно увеличились. И, значит, он уже не может проиграть эти выборы, значит, он может принять риск и выбрать такого, как Джей Ди Ванс, который он знает будет делать все, что Трамп хочет. Мы не должны забыть, почему бывший вице-президент США Майк Пенс не кандидат на вице-президент с Трампом сегодня, потому что они же передрались. Трамп хотел, чтобы Майк Пенс неконституционно остановил выборы в 2020 году и не позволил Байдену выиграть эти выборы. И он хотел это, и это было бы абсолютно неконституционно. И Майк Пенс все-таки решил следить Конституции, следить американскому закону, и не делать то, что Трамп от него хотел. Вот почему Трамп его кинул. А сейчас мы видим, что Джей Ди Ванс совсем не такой. Джей Ди Ванс готов на 180 градусов изменить свое мнение, чтобы улучшить свою персональную политическую позицию. И Трампу это очень выгодно. Трамп знает, что Джей Ди Ванс не будет ему ни в чем отказывать. И если Трамп ему скажет делать что-то неконституционное, он, я думаю, безусловно, это сделает. Так это вот первая причина. Вторая причина. Потому что Илон Маск, Такер Карлсон, Дэвид Сакс, вот такие люди на него повлияли и его убедили выбрать такого, как Джей Ди Ванс, потому что им это выгодно с бизнесовой точки зрения. Мы не должны забывать, что Джей Ди Ванс это бывший инвестор. Он бизнесмен, и вот он как раз хочет делать то, что будет экономически выгодно таким, как Илон Маск и Дэвид Сакс. Ну и, конечно, насчет внешней политики. Вопрос тут очень важный, потому что вот и Илон Маск, и Такер, и Дэвид Сакс, для них ключевые вопросы — это вокруг внешней политики, вокруг Украины. И я уже думаю, что для них это чуть ли не психологический вопрос. Я не понимаю их ненависть к Украине. Это уже даже не связано ни с какими интересами, ни с политикой, ни с чем. Это связано с какими-то уже психологическими причинами, которые я не понимаю.
Я Ну честно да, так я скажу. тоже. Но я считаю, что эти три голоса и, конечно, сын Трампа, они вот вчетвером очень хорошо повлияли на Трампа, и его, я думаю, так и убедили выбрать Джей Ди Ванса. А вот как это будет влиять на выборы, это риск. Для него это был риск. Вот так, как вы говорили, большинство американцев не знают, кто такой Ванс. И они будут слышать, что Ванс поддерживает ну, что Ванс абсолютно против всех абортов, Да, что да. он хочет, чтобы аборт был абсолютно незаконный во всех штатах США, что он абсолютно против наших союзников, тем включена Украина, но он против тоже и Западной Европы, и Восточной Европы. И для него это будет риск. И я думаю, что демократы тут будут чувствовать, что у них есть возможность, если они сумеют найти кого-то, кроме Байдена. А вот такая вот солидаризация позиций, которая уже, по всей видимости, происходит между Трампом и Венсом, между спонсорами, между Маском, не попахивает ли это рисками узурпации власти внутри самой Америки? Конечно, огромный риск. Вот чего то, что мы боимся, честно. Опять же, я не думаю, что за ночь Америка изменится. Я не думаю, что мы станем ни Россией, ни Северной Кореей, ничего такого. Но я думаю, что мы так немножко понемножку увидим политические изменения в этой стране. И так как Джей Ди Ванс готов сделать все, что Трамп от него хочет, и так как они уже готовились к этому 4 года. И мы должны помнить, что в 2016 году они не были готовы к управлению страны. Никто же не ожидал, что Трамп выиграет. Сам Трамп не ожидал, что он выиграет в 2016 году. И, значит, они были абсолютно не готовы к этому. А сейчас они, безусловно, готовы. Там этот знаменитый проект 2025, где все описано, как они будут все это контролировать, где они уволят 50 тысяч. Они хотят уволить 50 тысяч рабочих в правительстве и их поменять на более лояльных людей. И они вот хотят абсолютно уничтожить Department of Justice. Я забыл, как по-русски сказать. Департамент юстиции, Министерство юстиции, да, по сути. Спасибо, Министерство юстиции. Они хотят абсолютно его уничтожить, чтобы это абсолютно был, чтобы тот, кто был директором этого департамента, чтобы он только отвечал Трампу и только делал то, что Трамп ему говорил. Ну, in general, я думаю, что риск тут огромный. И если они таки выиграют, и если они сумеют сделать то, что вот они хотят сделать, то я думаю, что Америка начнет становиться более похожей к, скажем, к тому, что Польша была 4 года назад. Вот она будет начинать идти в ту сторону. Вот немножко приближаться к Венгрии, к Орбану. И тут риск серьезный. И опять же, это хуже будет, чем Польша. Потому что даже при Качинске в Польше они все-таки понимали важность свободного мира. И они готовы были сотрудничать с Европой, с Украиной, с Америкой в поддержку свободного мира. Орбан и Венгрия на сегодняшний день абсолютно не готовы на такое сотрудничество. И я боюсь, что если такие, как Илон Маск, Такер Карлсон, Дэвид Сакс, сумеют получить какую-то такую власть, и я думаю, что они получат. Мы не должны забывать, что Илон Маск только что было объявлено, что он будет давать $45 миллионов поддерживать Трампа. И это не просто $45 миллионов, а $45 миллионов каждый месяц. Ого. Значит, каждый месяц до выборов он будет давать 45 миллионов, чтобы поддерживать его кампанию. Значит, тут риск серьезный, важный, и мы должны на это смотреть с открытыми глазами. Урель, да, розовые очки — это не про нас. А вот при такой параноидальной, ничем не объяснимой до конца любви, ненависти к Украине, насколько может быть зарождающаяся, медленно тлящаяся любовь к Российской Федерации, или все-таки мы говорим, что этой компашке больше самолюбование и преследование своих политических амбиций, им, в принципе, абсолютно все равно и на Путина, на его судьбу, и на Россию. Вот так она там тлеет, гниет и нормально, гниет и нормально. Я думаю, что это зависит от человека. Значит, я думаю, что уже такие люди, как Такер Карлсон,
и, может быть, и Дэвид Сак, что они правда влюбились в Россию, что они правда смотрят на Путина как спасателя христианского мира, несмотря на то, что, конечно, Путин преследует христиан, несмотря на то, что если ты не русский ортодокс в России, то у тебя будут очень серьезные проблемы, несмотря на то, что те, которые воюют против Украины, это же не христиане больше всего, это из Дагестана, из Чечни и так далее. Но им это мало важно. Вот они смотрят на Путина как сильного мужчину, который вот будет спасать христианский мир, и они такого уважают. А Трамп, Джей Ди Ванс, не совсем понятно. Я думаю, что, с одной стороны, Трамп уважает силу, и настолько, сколько как Путин себя показывает как такой, как сильный мужчина, Трамп это уважает. И вот ему нравится то, что все слушаются Путина, что никто не смеет его противоречить. Вот то, что он хочет для себя. Значит, с этой точки зрения он это уважает. Но с другой точки зрения, я думаю, что он про Россию не так уж много думает, что ему более-менее наплевать, что это все вопрос самолюбви, и что в конце концов он будет делать то, что ему выгодно, то, что вот выгодно его компании, его союзникам и так далее. И значит, тут, может быть, и будет какая-то возможность. Тут люди должны это понимать, и они должны с ним говорить с его адвайзерами как раз с этой точки зрения, где они не должны говорить с точки зрения защищания свободного мира, потому что Трамп не думает про свободный мир. Вот даже он недавно кто-то его спрашивал вопрос про Тайвань, и будет ли он защищать Тайвань. И тот сказал, в общем, да, я готов, но, ты знаешь, Тайвань должен платить. Да. Вот мы это как, он смотрит на Америку как на insurance policy, на страховку. Вот кто-то платит за страховку, также кто-то должен платить за американскую защиту. И вот, конечно, для таких, как мы, это чужое. Мне тяжело так понимать. Это как мафия. Вот мафия так говорит. Мафия говорит, что вот если вы хотите, чтобы мы вас защищали, платите нам. Это мафиозы так говорят, а не лидеры свободного мира. Но Трамп на это так не смотрит. Он смотрит на все как на бизнесовую торговлю. И значит, если Тайвань будет платить, мы будем Тайвань защищать. А так как Украина не может платить, так как наоборот, вот мы используем наши деньги, чтобы защищать Украину и поддерживать Украину, вот Трампа это меньше интересует. Значит, если кто-то сумеет его переубедить и сказать, смотри, вот мы сейчас, может быть, и платим, чтобы защищать Украину, но через 10 лет это будет нам хорошо, это будет нам выгодно, и мы сэкономим деньги, может быть, этот такой аргумент сумеет на его повлиять. Но опять же, я представляю такие идеи, а если я так честно скажу, я не очень оптимистичный, что уже его можно будет переубедить. Я думаю, что если будет будущая трамповская администрация, то тогда ключевой вопрос будет Конгресс. И тогда надо будет работать с Конгрессом, уговаривать республиканцев в Конгрессе, и так далее. Потому что тут все-таки союзники все еще существуют. Там есть республиканцы в Конгрессе, как Майк Маккол, Майк Роджерс, другие, которые понимают, насколько важно защищать такие страны, как Украина. Но у Трампа при этом есть супер рычаг давления, по крайней мере, это говорят наши дипломаты тоже. Это санкции против китайских компаний, которые фактически сейчас держат на плаву остатки, не остатки, скажем прямо как есть, развития, поддержания российского военно-промышленного комплекса. Но в то же время мне кажется, что Трамп и санкции, учитывая, что он сказал в интервью изданию Bloomberg, что он считает, что санкции против России не так-то уж нужны, не так-то уж и работают, это какие-то не сильно две слагающиеся в одно предложение. Или все-таки этот суперрычаг остается в его руках, но тоже какой ему интерес его задействовать? Зачем? Соперничество с Китаем?
Конечно, это остается в его руках. И сейчас Байден мог бы более агрессивно Кстати, использовать да. санкции против России, и чтобы остановить Китай. И, к сожалению, он этого не делает. Ну, делает, но Ну, недостаточно. А банки, да, Трамп, но... я думаю, вообще это не будет делать. Джей Ди Ванс, вот что меня очень интересовало, и что показало для меня, что Джей Ди Ванс на это смотрит с психологической точки зрения, а не вот со стратегической точки зрения, это то, что он выступил против Repo Act. Repo Act — это был законопроект, который прошел Конгресс, который позволял президенту конфисковать русские деньги, которые существовали в США. У России где-то 5 миллиардов долларов или больше в Америке, и эти деньги заморожены на Да. сегодняшний день, и моя организация, мы считаем, конечно, что надо немедленно конфисковать эти деньги и передавать эти деньги Украине. И вот Repo Act как раз это и говорил. А Джей Ди Ванс был один из главных сенаторов, который протестовал против этого законопроекта, который старался его остановить. А почему? Вот то, что вот я не понимаю, а почему? Это же не американские деньги, это ничего не делает, это не влияет на наших налогоплательщиков. А если его аргумент, то, что мы должны защищать американских налогоплательщиков, так почему останавливать какой-то законопроект, который нам позволит использовать русские деньги, чтобы поддерживать Украину? Вот его единственный аргумент против этого, честно, это то, что он считает, что не надо Украину поддерживать, не надо Украину защищать, даже используя ресурсы от главного врага США. Да, это, конечно, необъяснимо тоже. Это, наверное, вкладывается в ту парадигму необъяснимости то ли любви, то ли равнодушия и к нам, и к России. Уриэль, спасибо вам огромное сегодня не только за ваши разъяснения профессиональные, понятные, за вашу позицию и работу по разным сферам и векторам, и поддержку нас. Благодарю вас. До новых встреч. Надеюсь, очень скоро. Спасибо вам большое. До Спасибо. скорого. До скорого. Спасибо, что находите время. Друзья, спасибо, что и вы находите время посмотреть нас, послушать, оставить свои комментарии. Пожалуйста, призываю вас к этому. Уверена, вам есть что сказать и сформировать правильное, в первую очередь для себя, конечно же, мнение. Мы анализируем, вы делаете выводы. Уриэль Эпштейн был со мной, исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative. И с ним была я, Ирина Узлова. Друзья, спасибо большое. Подписывайтесь на YouTube 24. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.